Здравствуйте, меня зовут Артем Чебоха, и это для CG Story. Ну, если говорить вообще о том, как я начал рисовать, то это, наверное, началось в конце школы, где-то в классе 10. Я начинал просто с каких-то карандашных рисунков. То есть у нас, понятное дело, было ИЗО, так называемое, то есть рисование, уроки рисования. В художку я не ходил, как-то так не сложилось у меня. Рисовал сначала, просто копировал какие-то фотографии интересные мне, различных там других художников. Потом перешел на цвет уже, работал с гуашью, еще с каким-то материалом, уже не помню. Ну и после школы поступил в колледж, и дальше все уже как бы... Ну, конкретно кого-то назвать не могу, скорее это было комплексное такое влияние фэнтези, стилистики, фантастики, космической фантастики. Ну, поначалу. Потом уже как-то все это переросло в что-то более такое романтическое и сюрреалистичное, то, что я рисую сейчас. Конкретно о CG, не знаю, может быть, отношения, не саму CG-индустрию, а отношения именно вот людей, которые смотрят до сих пор на эту индустрию как на что-то несерьезное. Вот до сих пор такие люди есть, периодически с ними сталкиваюсь. Как в интернете, так и просто в жизни. Потому что люди не до конца ценят как бы перспективы и... Ну да, перспектива, наверное, самое подходящее слово. Именно самой CG-графики, которая сейчас очень много где применяется, но отношение все равно к ней еще как-то вот у многих, даже у художников. То есть я сам учился как бы академической живописи, и просто в этой среде вот есть люди, которые до сих пор как-то вот, ну, снисходительно, что ли, относятся. Ну, наверное, попытки подражать просто дословно какому-то понравившемуся художнику. Нужно искать себя, в первую очередь, то, что тебе нравится, то, что тебе будет как бы легко даваться. Вот, то есть, как я этому как бы пришел к своему стилю. То есть я долго экспериментировал и пришел к тому, что, в общем, то, что имеет. Ну, еще из таких ошибок, ну, это, наверное, не ошибка, часто задают этот вопрос, необходимо ли художественное образование для CG-шника. Ну, я всегда отвечаю, что оно очень важно. Насчет необходимости не знаю, то есть все-таки каждый художник, он индивидуален, и каждый как бы строит свою дорогу, свой путь, выстраивает сам. То есть кого-то хватает способностей на то, чтобы круто делать свои работы без образования, просто будучи самоучкой. Но те знания, которые дает художественное образование, я считаю очень важными. Наверное, по большей части фантастика, научная фантастика я очень люблю, несмотря на то, что в моих работах, в моем творчестве научной фантастики не так много, может быть, почти совсем нет, но я очень люблю эти фильмы, особенно вот на космическую тематику, фэнтези, качественное фэнтези. Не знаю, насчет таланта, это такое понятие растяжимое, я обычно называю это способностью или предрасположенностью. То есть, если человек хочет это делать, он развивает в себе это, и это уже принято называть талантом. То есть я считаю, что это все-таки какая-то предрасположенность. Вот тонкая такая грань, то есть это вроде и не талант, и в то же время талант, ну как-то вот желание, наверное, самая важная составляющая. То есть если ты хочешь работать, если ты хочешь добиться какого-то уровня, то ты идешь к нему сам. Наверное, Толкин, «Властелин колец» и вся вот эта вот Средиземье, Арда, Сильмариллион. Я все эти книги читал много раз и люблю их до сих пор. Я, наверное, на своем примере расскажу. То есть, если у меня что-то, какой-то затык случается, то я даже просто открываю чистый холст и начинаю что-то рисовать. То есть, и вот в процессе уже у тебя возникает вот этот аппетит, желание что-то создать. Ну, это, наверное, один из таких способов, которые я использую. Вот. Ну, чтобы прокачать скилл, не знаю, ну скетчи всегда помогают. Любой художник вам скажет, что создание скетчей, постоянные вот тренировки в этом. Я, конечно, грешу, что
почти не занимаюсь этим. Но в последнее время вот просто у меня сейчас один проект появился. Я вот много делаю набросков, скетчей, пытаюсь восполнить. Не знаю, наверное, найти именно вот, или даже не найти, а сформировать свою цель какую-то вот, чтобы прийти к ней последовательно, то есть набираясь там по пути опыта какого-то. Вот если когда-то поставил себе цель и до сих пор иду к ней, я не считаю, что достиг, то есть просто наработать какой-то скилл в себе именно вот по части цифровой живописи. То есть я когда-то вдохновился этим, там, в 2007 году, наверное, увидел работы цифровой живописи. Я вообще понятия не имел, что она такая как бы, такой жанр существует. И вот увидев эти работы, меня прям они поразили. И вот я вот с тех пор как бы заболел этим и вот иду по этой дороге в эту сторону, чего и желаю всем. То есть найти какое-то свое призвание, что ли. Всем спасибо, пока-пока.